Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Вы помните, какую замечательную вышивку я сделала на швейно-вышивальной машинке Юника от Effective Лев? Естественно, я же не могу бросить на произвол судьбы такую красоту. Будем работать. В качестве основы я взяла кусок бязи. Это остаток от пошива постельного белья. К нему прикалываем нашу вышивку. И водорастворимым маркером вокруг льва рисуем пятиугольный контур. В моем окружении есть человек, огненный лев. И будем делать подарок. Я посидела, немного помедитировала, представила, с каким именно цветом и фактурой ткани у меня идет ассоциация. И из всего вороха лоскутков я отобрала нужные мне ткани. Чисто на подсознании. Лев собрал всех зверей и говорит: сегодня будем есть самого трусливого. Заяц выбегает и орет: кабана в обиду не дам. Работать будем в технике крейзи. Подкалываем нужный нам кусок ткани. На панели управления выбираем прямую строчку, укладываем ткань, опускаем иголку, опускаем лапку и нажимаем кнопку «Пуск». После того, как проложили строчку, нажимаем кнопку «Обрезка нитей» и поднимаем лапку. Кусок ткани отворачиваем, фиксируем его булавочками и прикалываем следующий фрагмент. Прошиваем его, отгибаем, укладываем следующий. Так идем по кругу и заполняем всю основу. Выступающие края подрезаем. Ткани у меня разные. Я использую и тянущийся велюр, и плотную джинсовую ткань. Поэтому самое лучшее – это шить по тканевой основе. Каждый пришитый лоскут мы отгибаем и закалываем иголочками. Девочки, я не даю рецепты на все случаи жизни. Смотрите сами по ткани, которая у вас есть. Я шью именно так, потому что у меня ткани такие непослушные, скользкие и тянущиеся. То, какие ткани будете подбирать вы и как вы будете их укладывать, зависит уже от того материала, который есть в вашем распоряжении и вашей фантазии. А показываю свой вариант. У вас может получиться все гораздо лучше и интересней. Технологию создания крейзи-блока уже все показывали не раз, но все равно у каждого мастера получается свой вариант. Повтор невозможен. Кстати, сегодня услышала по телевизору новости, что взрослому льву требуется 20 часов на отдых каждый день. Но я так и знала, что я взрослый лев. После того, как мы заполнили всю основу, заготовку надо проутюжить. Потом на швейной машинке выбираем нужную нам декоративную строчку, настраиваем длину и ширину стежка. И сейчас прошьем всю нашу заготовку контрастными декоративными швами. Заодно и посмотрим возможности машинки. Ведь если они есть, значит это кому-нибудь нужно. Строчки я специально делаю немного изогнутыми. Пошили немножко одним швом, переключаем на другой. Машинка шьет сама. Если надо, ткани поправляем. Я пользовалась распарывателем. Вот такая замечательная заготовка для подушки с вышивкой в центре получилась. Промеряем ее и выравниваем края у нашей заготовки. В моем распоряжении оказался кусок мебельной ткани. Вы, конечно, помните наше приключение с другими каналами
Помните, откуда взялась эта ткань. Из него вырежем 2 детали для задней части подушки. А застежку будем делать на пуговицах. Для того, чтобы прометать петли для пуговиц, для начала в специальную лапку для прошивания петель укладываем пуговицу. Это надо для того, чтобы машинка знала, какой длины пришивать петлю. Нажимаем на рычажок, убираем стандартную лапку, вставляем лапку для петель. Для начала потренируемся делать петлю на вспомогательном кусочке ткани, но ткань должна быть такая же, как и основная, и сложить ее надо в столько же слоев. Намечаем линию, от которой будет идти петля. Обратите внимание, петля будет располагаться сзади этой линии. Вообще, конечно, женщины занятные существа. Из цирка выбегает женщина и кричит: «Помогите! Лев вырвался из клетки и напал на моего мужа. Он его растерзает. Вход 1000 рублей». На панели управления машинки выбираем нужный нам вид петли. На моей машинке их целых 9 видов. Так, и машинка нам сразу же дает подсказку. Надо опустить вниз специальный ограничитель. После этого мы опускаем иголку в начало петли, опускаем лапку, нажимаем кнопку «Старт», и машинка начинает шить. Я специально взяла нить контрастного цвета, чтобы было все хорошо видно. После того, как машинка закончит работу, она сама остановится. Мы нажимаем на кнопочку обрезка нитей и оцениваем результат. Перед тем, как резать петлю, в самое начало втыкаем иголочку, чтобы не прорезать ткань. Распарывателем работаем осторожно, без фанатизма. После этого проверяем, примеряем пуговицу. Но вы видите, что на основной детали петли уже прошиты. Разрезаем их и готовим подушку к сборке. Для этого складываем лицом к лицу верхнюю красивую часть подушки и детали задней стороны. Сначала деталь с петлями, а потом планку, на которую будем пришивать пуговицы. Деталь с петлями надо уложить немного повыше, чтобы она не попала в шов. И прокладываем строчку по периметру всей заготовки. Открытые края я решила обшить зигзагом. И смотрите, внезапно у меня машинка остановилась. А какая причина? А в шпульке закончилась нижняя нить. Я думаю, вы все сталкивались с тем, что ты шьешь, отшил целый метр, а потом только замечаешь, что, оказывается, все это время ты шил без нижней нитки. Машинка умница. Сразу же подсказала. Так, теперь проверяем все швы, подрезаем уголки и выворачиваем нашу подушку. Остается только пришить пуговицы. Пуговицы на месте. Внутрь вставляем уже готовую подушку. Кстати, сделала я ее легко и просто. У детской футболки отрезала верхнюю часть, зашила ее, набила холофайбером и потом зашила открытый край. Эта подушечка немножко мне напоминает скульптуру «Женщина Геракл, разрывающая мозг льва». Подушка получилась просто прелесть. Яркая, нарядная и неповторимая. Можно сказать, что это портрет того человека,
которому в подарок она предназначается. Потому что в моем сознании именно так. Огненный лев и горит синим пламенем. А вы, мои красавицы, заходите на канал, следите за новостями, пишите комментарии, ставьте классы. Всем пока-пока и до новых встреч. С вами была Полина.